Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на канале Министерства Вайшнави Russian Sun. С вами Наталья Федотова, и я буду переводить сегодняшнюю лекцию по Шримад Бхагаватам, стиху 1.2.13, который прочитает Его милость Партха прабху. Партха прабху, ученик Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Вместе со своей супругой они входят в команду Grihastha Vision и дают семинары по отношениям, а также наставнические тренинги по всему миру. Они проводят эксклюзивные добрачные тренинги для пар, обучая их необходимым навыкам и правильному умонастроению для брака. У них 3 детей и 6 внуков. Они живут в доме, который стоит среди лесов и гор Шаранагати-Дхамы, это в Канаде. Прежде чем передать слово Партхе прабху, позвольте пригласить вас подписаться на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления обо всех событиях канала. Также задать вопросы вы можете в живом чате в колонке слева или же в комментариях под постом к этому эфиру. Я передаю слово Партхе прабху. Партха прабху, I give you the floor. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we read Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 13. Так, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, первую песню, 2 главу и 13 стих. Все? Ata pumbir dvijashreshta varnashrama vivagasha svanustitasya dharmasya samsirir haritoshanam. And would you like to do word for word translation and purport, Natasha Prabhu? Атаха так. Пумбхи человеком. Двиджа Шрештаха о лучший из дважды рожденных. Варна Ашрама система 4 каст и 4 укладов жизни. Вибхагаша делением. Свануштитасья своих предписанных обязанностей. Дхармасья по роду занятий. Самситхи наивысшее совершенство. Хари личности Бога. Тошанам доставляя удовольствие. Поэтому, о лучший из дважды рожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, это удовлетворит личность Бога. Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Во всем мире человеческое общество делится на 4 касты и 4 уклада жизни. 4 касты – это сословие интеллектуальных людей, военных, производительный класс и рабочий. Деление на касты основано на роде занятий и качествах человека, а не на его происхождении. Кроме того, существует 4 уклада жизни: ученичество, жизнь домохозяина, отход от мирской деятельности и, наконец, жизнь, полностью посвященная преданному служению. Такое разделение человеческого общества отвечает его интересам. Общественная система, в которой такое деление отсутствует, не может нормально функционировать. И во всех вышеупомянутых кастах и укладах жизни цель должна заключаться в том, чтобы доставить удовлетворение Верховному Владыке и личности Бога. Эта упорядоченная структура человеческого общества известна как система Варнашрама Дхармы, естественная форма организации цивилизованного общества. Институт Варнашрама создан для того, чтобы дать человеку возможность познать абсолютную истину. Он не предназначен для искусственного поддержания господства одной части общества над другой. Когда из-за чрезмерной привязанности к индрия прити, удовлетворению чувств, люди забывают о цели жизни, осознании абсолютной истины, то, как уже обсуждалось ранее, эгоистичные личности начинают использовать систему Варнашрама для того, чтобы искусственно подчинить себе более слабых. В
Кали-югу, век вражды, это искусственное господство уже укоренилось, но здравомыслящим людям хорошо известно, что деление на касты и уклады в жизни преследует единственную цель – упорядочить общественные отношения и создать людям условия для духовного самоосознания. В этом стихе Бхагаватам говорится, что высшая цель жизни или наивысшее совершенство системы Варнашрама Дхармы – это сотрудничество во имя удовлетворения Верховного Господа. Это же утверждается и в Бхагавад-гите. Еще раз, перевод стиха. Поэтому, о лучший из дважды рожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующей касте и укладу жизни, это удовлетворить личность Бога. Yes, Prabhu, I give you the word, the floor, I read it all. Can you see me? I'm not sure if you can see me. Can you see me? I can see you, yes. Bhagavan Vishnu Padaya, Krishna Pastaya Bhutale, Srimati Bhaktivadanta Swami Shrilы Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvasesa Sunyavadi Pasta Jade Satarani Omaganatim Jananjanan Shalakaya Chakshurum Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangamangayate Girim Yatkritamaham Bande Shigurum Dinataranam. Well, best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging his duties, dharma, according to caste division and order of life, is to please Lord Hari. Would you like to read that again? Еще раз перевод стиха. Поэтому, о лучший из дважды рожденных, считается, что наивысшее совершенство, которого можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующей касте и укладу жизни, это удовлетворить личность Бога. So this is actually the essence of the Bhagavat Purana. На самом деле в этом заключается вся суть Бхагават-пураны. Is to bring us to that point of pleasing the Supreme Personality of Godhead. Направить нас и довести до той точки, в которой мы доставляем наслаждение Всевышнему. And we read in this first canto of the Bhagavatam. Мы читали в первой песне Бхагаватам, that even we execute all the activities of Varna and Ashram, что даже если мы выполняем всю деятельность в Варне и Ашраме, if that does not provoke and evoke an attachment to hearing about Krishna, если все это не провоцирует и не взращивает привязанность к слушанию о Кришне, it says our activities are a useless waste of time. Тогда вся наша деятельность — это просто трата времени. Shrama evahi kevalam. And we see the example of the Yagnik Brahmins in Krishna Lila. Мы можем рассмотреть пример молодых браманов в Кришна-лиле, who did not want to interrupt their perfectly executed Vedic yagna. Точнее, тех браманов, которые выполняли ягью, которые занимались выполнением жертвоприношения огненного, что они не хотели прерывать свою идеальную ягью, идеальное ведическое жертвоприношение. To give some foodstuffs and charity to the cowherd boys. Не хотели прерывать с тем, чтобы дать пастушкам какую-то пищу, чтобы они смогли поесть. And we see how these wives of the Brahmanas, they had heard about Krishna. Но мы также знаем, что жены браманов, когда они услышали о Кришне, they had heard about Krishna from different merchants who would come to their village to sell fruits and vegetables. Они услышали о Кришне от торговца или от разных торговцев, которые заходили к ним в деревню, чтобы продавать фрукты и овощи. And some of them were from Vrindavan, and they would always be talking about this wonderful boy Krishna. Некоторые из этих торговцев были из Вриндавана, и они всегда говорили об этом удивительном мальчике Кришне.
And so the wives of the Brahmins, they heard these discourses about Krishna from these simple villagers who were selling vegetables. И жены браманов постоянно слушали рассказы о Кришне от торговцев, которые приходили к ним в деревню, чтобы продавать овощи и фрукты. And they developed a great attraction and affinity towards Krishna. Таким образом, они взрастили в себе, развили в себе привязанность и любовь к Кришне. And when the cowherd boys came to them and begged for some foodstuff, Поэтому, когда пастушки пришли к ним и попросили у них что-то поесть, they gave up all social norms and immediately took some foodstuffs to the forest for Krishna and Balaram and the cowherd boys. они сразу оставили какие-либо социальные нормы и отправились в лес, чтобы накормить Кришну Баларама. And the Bhagavatam describes that later these great Vedic Brahmins realized they'd made a mistake. Также в Бхагаватаме описывается, что впоследствии эти великие браманы, ведические браманы поняли, осознали, что они совершили ошибку. They were saying, "To hell with our high birth, Они говорили, к черту наше высокое рождение, to hell with our Vedic knowledge, к черту наше ведическое знание, and to hell with our Vedic sacrifices, и наши ведические жертвоприношения. because we missed an opportunity to render direct service to the personality of Godhead, Sri Krishna." Потому что мы упустили возможность послужить напрямую Кришне, верховной личности Бога. And it's actually described that those brahmanas, after that occurrence, they accepted their wives as their gurus. Также описывается, что эти браманы после этого происшествия приняли своих жен в качестве своих гуру. So this is a very important pastime. Это очень важная игра Кришны Лила, Because we are Vaishnavas first and foremost. потому что мы вайшнавы сперва и вовеки. And as Vaishnavas, we're Vedic Vaishnavas. То есть самое главное понимать, что мы вайшнавы, и в том числе то, что мы ведические вайшнавы. We are not strictly Vedic or strictly Varnashram. Мы не просто строго ведические люди или строго ведические последователи Варнашрама, например. So we see how Srila Prabhupada, he incorporated many Vedic and many Varnashram concepts in his teachings. Мы видим, как Шрила Прабхупада включал множество концепций из Вед, из ведической культуры и из Варнашрамы в свое учение. He captured the essence that would nurture bhakti. Он захватывал ту суть, которая подпитывала бхакти. And many external things he did not incorporate. А много каких-то внешних вещей он не включал в свое учение. I always think of one example as description of Vanaprast. Я всегда вспоминаю один пример из описания ванапрасты. And it describes that Vanaprast generally they would stop cutting their hair. Обычно описывается, что приняв ванапрасту, человек перестает стричься. So they would have big dreadlocks. Поэтому у него образуются большие дреды. They would wear the bark of trees. Он носит кору деревьев For clothing. вместо одежды. Sometimes they would not cut their fingernails. They would get very long. Иногда они не стригут ногти, поэтому у них отрастают длинные ногти. And generally would not bathe. И обычно они также не принимают омовение. So next time I came to Russia, if my wife and I appeared at the border looking like that, Поэтому в следующий раз, когда мы приедем в Россию, если нас на таможне, на границе задержат в таком виде, I don't feel confident they would let us in your country. Мне кажется, если нас увидят в таком виде на границе,
то, скорее всего, нас не пустят внутрь страны в таком виде. So Srila Prabhupada, he was very pragmatic, and which means practical to the extreme, perfection. Поэтому Шрила Прабхупада был очень прагматичным и практичным, можно сказать, даже экстремально практичным в этом отношении. I will read you something very interesting. Я также прочитаю кое-что очень интересное. It's from Prema Vivarta. Это из Према-Виварты. And Raghunath Das Goswami, he'd asked a question to Sarup Damodara. Рагунатдас Госвами спросил Сварупта Мадара. And the question was, what are the duties of a householder in relationship to Varnashram? В чем заключаются обязанности семейного человека в отношении варнашем, ну, скажем, в рамках варнашем? So here's his answer. The sincerely devoted person Сварупта Мадара ответил, что искренне преданный человек intelligently executes from amongst his prescribed duties разумно выполняет среди своих обязанностей те of Varnashram в рамках варнашем. Only that which is conducive to pure devotional service. Только те, которые помогают выполнять, скажем, чистое преданное служение. Oops. And by diligently rejecting you mean that by carefully, he will carefully reject. I mean, also within that varnashram, correct? Of those Vedic things, he will very carefully reject some. И очень осторожно отстраняется от which are detrimental to pure devotion. Тех, которые могут негативно повлиять на его преданное служение. Therefore, one should not be overly attached. Таким образом, человеку не следует быть слишком привязанным to strictly following the prescribed duties of varnashram. К строгому следованию прописанных обязанностей в рамках варнашрама. And so he goes on to say one simply has to render pure devotional service. То есть, иначе говоря, он продолжает и уточняет, говоря, что человеку просто необходимо выполнять чистое преданное служение. And by doing this, he follows in the footsteps of the great acharyas. Действуя таким образом, он следует по стопам великих ачарьев. And this is the last sentence. He says, rejecting the overly rigid rules and regulations of varnashram. Это последнее предложение. Он говорит, что отказываясь, отбрасывая очень строгие правила и предписания варнашрама, assists in elevating one to the platform of a pure Vaishnava. Это помогает возвыситься до платформы чистого вайшнава, ну, скажем, искреннего вайшнава. So the first time I read that, it immediately reminded me of Srila Prabhupada. И первый раз, когда я это прочитала, это моментально напомнило мне о Шриле Прабхупаде. Because that was his move to take the essence to cultivate bhakti. Потому что он обладал именно таким настроением для культивирования бхакти. And it's very important just to remember the context of the Shrimad Bhagavatam. Очень важно помнить это в контексте Шримад Бхагаватам также. Srila Vyasadeva had compiled all the Vedic literatures. Шрила Вьясадева собрал вместе всю ведическую литературу. So sometimes I hear this, that Srila Prabhupada, he actually wanted us to be Vedic. Иногда я слышу, что люди говорят, Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы были ведическими людьми, следовали ведам. And sometimes devotees become almost obsessed with trying to become Vedic.
Поэтому иногда преданные даже полностью поглощены тем, чтобы стать ведическими, скажем так. То есть их полностью желание стать ведическим человеком полностью овладевает их умом. And so Srila Vyasadeva, he compiled the Vedas. Итак, Шрила Вьясадева собрал вместе Веды, But he was dissatisfied. но он был неудовлетворен. You can just imagine you did volumes, you produced volumes and volumes and volumes of books. Итак, просто представьте, вы только что написали много-много томов книг, And at the end, you felt dissatisfied. и в конце вы испытываете неудовлетворение от этой работы. And you didn't know why. И даже не понимаете, почему. So that's how Srila Vyasadeva felt. Именно так чувствовал себя Шрила Вьясадева. And at that moment, Narada Muni appeared to him. В это время появился Нарада Муни. And he said, the reason you are dissatisfied Он сказал причинам, по которой вы чувствуете свое неудовлетворение, is because you've neglected to directly glorify the Supreme Lord Sri Krishna. возникло потому, этого чувства возникло из того, что вы не стали напрямую воспевать славу Всевышнего Кришны. So Srila Vyasadeva, from that instruction of Srila Narada Muni, he compiled the Bhagavat Purana, the Shrimad Bhagavatam. Именно поэтому Шрила Вьясадева по наставлению Нарада Муни также написал Бхагават Пуран, то есть Шримад Бхагаватам. So the Bhagavatam, it's like the cream. Поэтому Шримад Бхагаватам называют сливками. Today we buy milk in the supermarket and there's no cream. Сегодня мы покупаем, в наши дни мы покупаем молоко в супермаркетах, и в нем нет сливок. In most countries it's so processed it doesn't even taste like milk. В большинстве странах молоко, пакетированное молоко настолько обработано, что даже на вкус не похоже на молоко. But if you ever have the opportunity to milk a cow, если вы когда-либо доили корову, that fresh milk is so wonderful, то вы наверняка знаете, насколько удивительно свежее молоко. And you leave it sit overnight. Если вы оставите его на ночь, and in the morning there's a thick layer of cream on top. То с утра увидите, что на поверхности будет толстый, плотный слой сливок. And I was head pujari and head cook for many years. Я много лет подряд возглавлял департамент пуджари и также был главным поваром. And our Radha Krishna deities were there. Я служил божествам Рады Кришны. So in the morning I would go and in the milk cans I would take a ladle and I'd skim off the cream for Radha and Krishna. Поэтому с утра я подходил к ведрам с отставленным молоком и снимал сливки для Рады и Кришны. And we'd make the most wonderful sweets. И из этих сливок мы готовили самые удивительные сладости. So Shrimad Bhagavatam is like that. Шримад Бхагаватам похож на эти сладости. It is the essence, it's the cream. На эти сливки. Это суть и это сливки всех писаний. I'll read you one other interesting thing from the 5th chapter. Я прочитаю еще одну интересную вещь из 5 главы. Prabhupada saying that Srila Vyasadeva should not have compiled any Purana other than the Shrimad Bhagavatam. Прабхупада говорит, что Шриле Вьясадеве не нужно было вообще составлять никакие-либо другие Пураны, кроме Шримад Бхагаватам. Because a slight deviation may create havoc for self-realization. Потому что какое-либо отклонение может создать can create havoc in self-realization. Может создать
некоторый хаос, скажем так, разгром в процессе самоосознания. And in one other place, Srila Prabhupada wrote, Еще вместе Шрила Прабхупада пишет, he made some commentaries on, I believe it was, I forgot the name of the book now. In one purport, Srila Prabhupada described if one is too much attached to Vedic formalities, в одном из комментариев, в одном из писаний Шрила Прабхупада говорит, что если человек слишком привязан, there is a danger he may lean towards impersonalism. Too much attached to Impersonal. No, I'm sorry. Srila Prabhupada said if one is too much attached to Vedic formality, если человек слишком привязан к ведическим формальностям, he may lean towards impersonalism. то он может склониться в сторону имперсонализма. And we see that is what happened to these Yagnik Brahmins. Как мы видим, именно это и случилось с браманами, которые выполняли яги. They missed the opportunity to serve Krishna. Они упустили возможность послужить Кришне. So that's quite a stern warning that Srila Prabhupada gives. Поэтому это достаточно серьезное предупреждение, которое предоставляет Шрила Прабхупада. And especially because we understand Srila Prabhupada's mission. Особенно так как мы понимаем, в чем заключается миссия Шрилы Прабхупады. Nirvishesha Sunyavadi Pastancha Deshatarane. Srila Prabhupada, he came to the West to save us from this impersonalism. То, что Шрила Прабхупада прибыл на Запад, чтобы спасти нас от имперсонализма. So that's very important for us to understand Srila Prabhupada's mood in applying the Vedas. Поэтому очень важно понять настроение Шрилы Прабхупады в рамках Вед и применяемое к Ведам. That's something that has to be very carefully and thoughtfully implemented according to time and circumstance. То, что that Vedic wisdom should be implemented according to the time and circumstance. Time and circumstance, very carefully. Имеется в виду, что ведическое знание нужно очень осторожно применять в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. We have a tendency to want to just take some statement and use it like a rubber stamp. Тенденция взять какое-то, например, утверждение, использовать как сургучевую печать, например, или просто как печать. Like I might be having some disagreement with my wife. Предположим, если я не согласен в чем-то со своей женой. And so I could find some quote where even Prabhupada says in his books how the wife should be submissive. Я могу найти в книгах, например, даже цитату Шрилы Прабхупады, где он говорит, что жена должна предаваться, быть покорной. And I could take that rubber stamp and stamp that on my forehead. Я могу взять эту печать и отпечатать это выражение, это изречение у себя на лбу. And I tell my wife, just see, you're supposed to be submissive. Read that. Жене, ну-ка посмотри, вот, ты должна быть покорной, просто прочти это. So that's not the Vaishnava model. Но на самом деле это не модель поведения вайшнава. There's an interesting example of Grihastha conflict in the Bhagavatam. Есть очень интересное описание конфликта Грихастх в Бхагаватам. After Asvatthama had killed Draupadi's sons, после того, как Ашватама убил сыновей Драупади, Arjuna apprehended Asvatthama and he brought him back to the Pandavas' camp. Arjuna, in a sense that he like took him back to the Pandavas. Yes. Арджуна привел его в лагерь пандавов. And there, Bhima, he said he should be executed. Точнее,
Арджуна взял его в плен и привел в лагерь пандавов. И тогда Бима сказал, что с ним нужно покончить, скажем так, да, то, что... So Bhima, he gave Vedic evidence that he's killed innocent children, he's an aggressor. Бима хотел, чтобы его казнили, потому что он был агрессором, он убил невинных детей. But then Draupadi took the opposite position. Но Драупади заняла противоположную позицию. And she also gave Vedic evidence. И она тоже привела ведическое обоснование своим доводам. He's the son of a Brahmana, your martial arts guru. Она сказала, что он сын Брамана и ваш гуру по боевым искусствам. And I do not want his mother to lament the way I'm lamenting, so he should be spared. Я не хочу, чтобы его мать так горевала, как я, поэтому его нужно помиловать. So Srila Prabhupada described that they were both giving Vedic evidence. Прабхупада говорит, что оба оппонента приводили ведические доводы. And Prabhupada said it was very tense. И Шрила Прабхупада говорит, что это все было очень напряженно. And Krishna manifests 4 arms to try to pacify everyone. Когда Кришна проявил четырехрукую форму, чтобы всех успокоить. And then very interesting, it's described that Krishna gave a hint of the solution to this dilemma to Arjuna. И очень интересно описывается, как Кришна потом дал подсказку Арджуне, как решить эту проблему. So if you think, do you remember what that hint was, anyone? Так, кто-нибудь помнит здесь, какую подсказку он дал Арджуне? It was very interesting. Krishna said, Arjuna. Кришна сказал Арджуна. This is the hint he gave. Sorry? This is the hint. Сейчас будет подсказка, которую Кришна дал Арджуне. He said, Arjuna, I want you to act in a way. Он сказал, Арджуна, я хочу, чтобы ты поступил таким образом, that Bhima will be satisfied. Чтобы и Бима остался удовлетворенным. Draupadi will be satisfied. Драупади осталась удовлетворенной. And I will be satisfied. И чтобы я тоже остался удовлетворенным. So that's a very difficult thing to do. Конечно, это очень сложная вещь, очень сложно такое достичь. Because Bhima and Draupadi totally opposite opinions. Потому что у Бима и Драупади были абсолютно противоположные мнения. So you might think, oh, the Vedic thing is Draupadi should just be submissive and do whatever Bhima says. Ну, конечно, можно подумать, что, в рамках ведического знания Драупади просто должна проявить смирение и сделать так, как говорит Бима. But Krishna said, no, both have to be satisfied, and that will satisfy me. Но Кришна говорит, нет, оба должны быть удовлетворены, и это удовлетворит меня. And we understand from this verse, that's the essence of the Bhagavatam and the essence of prescribed duty. Из этого стиха мы понимаем, что в этом заключается суть Бхагаватам и суть предписанных обязанностей. And so it's described Arjuna, he was very intelligent. Как описывается, Арджуна был очень разумным, очень умным. And Asvatthama had this great jewel in his hair. А у Ашватамы был этот великий драгоценный камень в волосах. And Arjuna, with his sword, he shaved off that jewel and Asvatthama's hair. Поэтому Арджуна взял меч и состриг отсек этот камень из волос Ашватамы. Which is a huge insult for a Kshatriya. И это является очень большим, такой поступок является очень большим оскорблением для кшатрии. And for a Kshatriya, insult is worse than death. Для кшатрии это хуже смерти. And so that shows the importance of understanding what is the mood of Vaishnavism. В этом как раз заключается понимание настроения вайшнавизма.
But the essence is to see what is pleasing Krishna. Что суть заключается в удовлетворении Кришны, в том, чтобы доставить ему удовольствие. Just like we just had Pandava Nirjala Ekadasi. Сегодня мы соблюдаем Пандава Нирджала Экадаши. And some devotees think you should totally fast and not drink water on Pandava Nirjala Ekadasi. Некоторые преданные считают, что нужно соблюдать полный пост и даже ничего не пить. And some devotees quote Srila Prabhupada's example that he didn't stress fasting on Ekadasi other than Ekadasi prasadam. А другие преданные, например, отмечают, что Шрила Прабхупада никогда не говорил, что необходимо полностью поститься в Экадаши, кроме того, что нужно соблюдать определенную диету в Экадаши, скажем так. So two opposite positions. Поэтому здесь есть, опять же, два лагеря, два оппонента. So Srila Prabhupada described in, I think it was Nectar of Instruction. Шрила Прабхупада описывает в книге, по-моему, это был «Нектар наставлений». He's describing the neophyte, intermediate, and advanced devotees. Он описывает преданных неофитов, преданных, скажем, среднего уровня развития и уже возвышенных преданных. And he describes that the neophyte devotees, they have arguments over which type of devotional service is best. Он описывает, что преданные неофиты обычно спорят о том, какой вид преданного служения является лучшим. So some devotees are thinking if you don't strictly observe Nirjala Ekadasi or Maya, поэтому некоторые преданные думают, что если ты не, например, не соблюдаешь строгий пост в Нирджала Экадаши, значит ты в майя. And some devotees are thinking that if you're fanatical about fasting, then you're just fanatic. Другие преданные думают, что если вы фанатично относитесь к посту, значит вы просто фанатик. So would that be pleasing to Krishna? Так, будет ли то или другое доставлять удовольствие Кришне? Prabhupada gave this example. There's two sons, and they're massaging the legs of his father. Шрила Прабхупада привел такой пример. Двое сыновей массируют стопы своего отца. So the boys are massaging the father's leg, and they began to say, well, actually, I can massage better than you. Итак, они массируют стопы своего отца, и один говорит, ну, на самом деле, я могу массировать лучше тебя. And they began arguing that, no, I do it better than you. Ну, а другой ответил, нет, это я лучше тебя массирую. У них начинается спор. And the other boy, no, I do it better than you. Я лучше, нет, я лучше. And then the argument becomes very intense, and the boys are pounding on their father's legs. No, I do it better than you. И в итоге развивается жаркий спор, и оба сына начинают очень сильно давить на ноги отца. They start out trying to render some service to their father by gently massaging him. Начинают даже, можно сказать, колотить по ногам своего отца, и вместо того, чтобы выполнять какое-то служение ему. But they end up inflicting pain on him because of their false egos. В итоге все заканчивается тем, что они вызывают у него боль, наносят ему, точнее, причиняют ему боль из-за того, что развили этот конфликт. So, completely fasting on Ekadasi or taking Ekadasi prasadam. Поэтому, будь то полный строгий пост в Экадаши, или же будь то следование просто определенной диете с Экадаши прасадом. Both are right. И то, и другое правильно. Prabhupada said, if you can fast and that makes you stronger, then you should fast. Прабхупада говорил, что если вы можете поститься, и пост придает вам сил, то тогда поститесь. And if you need prasadam to maintain your service, which is very important for Krishna, then you should take prasadam. Если же вы можете, если же вам сложно и вам нужно принять прасадам, чтобы служить Кришне, то тогда поешьте прасадам. So both sides can please Krishna.
Поэтому и то, и другое может доставить Кришне удовольствие. But if we start arguing over which devotional service is better, Но если мы начинаем спорить о том, какой вид преданного служения лучше, we've missed the essence, which is described here, which is to satisfy the Supreme Lord. мы пропускаем всю суть, которая упоминается в этом стихе, которая заключается в доставлении удовольствия Верховному Господу. And if we do not satisfy the Supreme Lord by our activities, Если же мы не доставляем удовольствия Верховному Господу нашей деятельностью, нашими действиями, we've missed the point. то мы тогда не поняли суть. And generally, we miss that point because of impersonalism. А обычно мы не понимаем суть, потому что, точнее, по причине имперсонализма. In all our activities, Krishna is always with us. Во всех видах деятельности Кришна всегда с нами. He's within our hearts. Он в наших сердцах. He's in my heart. He's in your heart. Он в моем сердце и в вашем сердце. And therefore, Sri Upanishad describes one who realizes this. Шри Упанишад описывается, что тот человек, который понял это, he's never disturbed by anything. Его никогда ничего не беспокоит. And how he sees all living entities equally and treats them with love and respect. Он видит всех равными и обращается со всеми с одинаковым уважением и любовью. But our conditioning by impersonalism Но наша обусловленность имперсонализмом causes us to forget that Krishna is in my heart, he's in your heart. Вызывает забывчивость, и мы забываем о том, что Кришна и в моем сердце, и в вашем сердце. And then I may start to think, my way of rendering devotional service is better than yours. Sorry, it was breaking. My service is better than yours. I may think, my service is better than yours. И это может заставить думать, что, мое служение лучше, например, вашего. And that is not going to be favorable for our devotional service. Конечно, это никак не поможет духовному развитию и преданному служению. So it's very important to have that attitude of humility. Поэтому очень важно иметь настроение смирения. And understand that we are Vaishnavas, we are not necessarily Vedic. Необходимо понимать, что мы вайшнавы, а не последователи вед просто. A Vedic standard is one would take instruction from a Brahmana. Согласно ведическим стандартам, необходимо принимать наставления брамана. But we see how Chaitanya Mahaprabhu, мы видим, как Шри Чайтанья Махапрабху, he was approached by Pradyumna Mishra, к нему обратился Прадюмна Мишра, that he wanted to get instruction from Lord Chaitanya about Krishna's intimate pastimes. Он хотел получить наставление, точнее, он хотел, чтобы Шри Кришна Чайтанья Махапрабху рассказал ему об интимных лилах Шри Кришны. And Chaitanya Mahaprabhu said, I know nothing about Krishna's pastimes. А Чайтанья Махапрабху сказал, я ничего не знаю о лилах Кришны, об играх Кришны. He said, you should go see Ramananda Roy and take instruction from him. Он сказал, тебе надо отправиться к Рамананда Рою и принять наставление от него. So Ramananda Roy was a Sudra by caste. Рамананда Рой по касте был шудрой. Chaitanya Mahaprabhu sent the Brahmana to take instruction from a Sudra. Чайтанья Махапрабху отправил брамана принимать наставления от шудры. Prabhupada quoted in the Madhya Lila, Шрила Прабхупада цитирует Мадья Лили, how one should take initiation. Prabhupada stated how in the Hari Bhakti Vilas, it stated one should take initiation and instruction from a Brahmana. Он в Мадья Лили цитирует то, что в Хари Бхакти Виласе пишется, что человеку следует принимать наставления и также инициацию, быть инициированным from a Brahmana, correct?
Yes. Да, And Prabhupada commented that he said this instruction is meant for those но Шрила Прабхупада уточняет, что эти наставления предназначены для тех, who were overly dependent on the mundane social order кто очень сильно зависел от материалистичного социального уклада, and that instruction is suitable for those who want to remain in mundane life. и эти наставления are suitable for those who want to remain in mundane life. Yes, yes. Подходят тем, кто хочет остаться, жить в материалистичном мире. So Haribhakta it contains Vaishnava instructions, but it was also written to attract the minds of the smarta Brahmins. Так как Хари Бхакти Виласа была написана, конечно, для, ну, скажем, для вайшнавов, но также она была написана таким образом, чтобы привлечь внимание и смарта браманов. Like today we call it bridge preaching. Сейчас мы это называем, ну, соединительным, что ли, соединительной проповедью. We make pamphlets or have programs that are just to attract people. Или же непрямой проповедью. То есть мы, например, печатаем различные памфлеты, различные флаеры и проводим различные программы просто для того, чтобы привлечь людей. So they can eventually understand the essence. Так, чтобы в конце концов им удалось понять суть. So Haribhakta Vilas is like that. Поэтому Хари Бхакти Виласа, она как раз таким образом написана. And the Vedas are also like that. И Веды тоже таким образом написаны. The Vedas are meant to engage people in all the different modes of material nature. Веда написана таким образом, чтобы увлечь и занять все виды людей of all kinds of nature. Sorry, it's breaking. Sorry. It's meant to attract. It meant to very gradually attract people in all modes of material nature. Да, предназначен для того, чтобы привлечь людей во всех состояниях материальной природы, скажем так. And eventually bring them to the point of Krishna. И в конечном счете довести их до Кришны. The conclusion of the Vedas. Иначе говоря, до заключения Вед или вывода Вед. So we're very fortunate that Srila Prabhupada has translated for us the Shrimad Bhagavatam. Поэтому нам очень повезло, что Шрила Прабхупада перевел для нас Шримад Бхагаватам, which is the absolute most condensed, purest spiritual knowledge. Который является самым чистым, самым сгущенным, что ли. The most, you said it's the most condensed and then сконцентрированным. Concentrated, yes. Сконцентрированным, самым возвышенным знанием. You do not need to study all the Vedas and all the Puranas. Даже нет необходимости изучать все Веды и все Пураны. It could take lifetimes and you could come to the wrong conclusions. Это может занять жизни и привести к неправильным выводам. Prabhupada described if you even read one word from the Shrimad Bhagavatam, your life will become perfect. Прабхупада говорит, что даже если вы прочитаете только одно слово из Шримад Бхагаватам, ваша жизнь станет идеальной. So it's very important that we read Shrimad Bhagavatam. Совершенно. Поэтому очень важно, чтобы мы читали Шримад Бхагаватам. And very important that we carefully understand Srila Prabhupada's mood in applying Vedic philosophy and Krishna consciousness. И очень важно, чтобы мы понимали настроение Шрилы Прабхупады, когда мы применяем свою философию. And be very careful not to deviate from that mood. Очень важно не сходить с пути этого настроения. And so that mood is to develop this attraction for Krishna.
Поэтому это настроение заключается в развитии привязанности к Кришне, and attraction for hearing his pastimes, развитии привязанности к слушанию о его играх, and for appreciating and encouraging all the devotees to develop this attraction. и к развитию любви в других преданных, так, чтобы, то есть, иначе говоря, вдохновение других преданных, других людей на взращивание этой привязанности и любви к Кришне. And all the different little rules and regulations are simply meant to facilitate that. А все правила и предписания предназначены для того, чтобы облегчить это. And if they don't facilitate that nurturing of the mood of bhakti in all the Vaishnavas, Если же они не помогают облегчить это и не напитывают настроение бхакти в вайшнавах, again, we've missed the point. то снова мы не поняли суть. So again, in conclusion, the goal is to please the Supreme Lord Hari. Поэтому в заключение хочется отметить, что целью заключается удовлетворение Господа Хари By understanding Bhagavatam and learning to apply it in our lives, путем понимания Бхагаватам и применения философии Бхагаватам в жизни. and to share that love of bhakti with others. И также в том, чтобы поделиться любовью бхакти с другими. So I will end there. Hare Krishna. Поэтому я закончу на этом лекцию. Хари If Кришна. there's any questions, we'll take questions or we'll end here. Если есть какие-то вопросы, то тогда мы To apply it in our lives. ответим. Причем понимание Бхагаватам и применение философии Бхагаватам в жизни. I don't see any questions, but maybe there are some. Let me check. I don't see any questions. Okay. So thank you very much. Hare Krishna. Большое спасибо, Хари Кришна. Thank you, Natasha, for the translation. Thank you.